Добра вам, товарищи! Как скорректировать на токарике фонуковом измерение инструмента? Неважно, какой фирмы у вас тулсеттер, он же датчик измерения инструмента, Блюм, Марпас, Ренишау или даже Даха, принцип следующий. Заходим в параметры, которые в System. Так как мы будем их менять, предварительно перейдем в режим MDI и поставим параметр RightEnable равным единичке. Находим параметр 5015, он и следующие три параметра отвечают за станочные, они же машинные координаты самого тулсеттера. А именно, верхняя грань PX 5016 таки называется Distance to Minus, так как при измерении инструмента совершает перемещение вдоль оси X в сторону минус. Ну и по аналогии, нижняя грань параметр 5015, левая грань 5017, правая 5018. Ну а далее все понятно. Меняем координаты датчика, параметры, по новые измеренные значения вылетов в офсетах будут соответственно меняться. И если не очень понятно, рассмотрим на примере привязки проходного резца по X. Нам понадобится проток, сам резец и микрометр. Измерили резец. Осуществили проточку по определенной координате, в нашем случае x37.2. Померили проток, а получилось 37.25. 5 соток в плюсе – непорядок. Изменяем значение вылета с 28260 на 28210. Проточили по координате 37.0, проверяем проток микрометром. 37.0. Отлично, верный корректор найден. Теперь вытаскиваем руку с датчиком измерения, изменяем параметр 5016, затем измеряем инструмент. Снова изменяем параметр 5016 и снова измеряем инструмент. До того момента, как во всех корректорах не появится нужное правильное значение. Параметром 5015, который влияет в основном на привязку расточных инструментов, делаем аналогично. Только у нас будет не прот-точка, а раз-точка. Ну и понадобится не микрометр, а нутромер. Если вы привязываете инструмент по Z только правой частью датчика, то параметры 5017 и 5018 можете вообще не трогать. Инструменты относительно друг друга и так нормально привяжутся. Если же у вас осуществляется привязка и левой, и правой частями тулсеттера, то есть смысл подстроить 5017 под 5018, либо наоборот. Всем добра и точностей, до свидания.